Привет, друзья! Он такой вкусный, что готовлю его почти каждый день. Невероятный рецепт с курицей и картофелем. Беру одну крупную луковицу и нарезаю полукольцами. Этот рецепт очень вкусный, и его можно приготовить на праздничный стол. На дно сковороды наливаю немного растительного масла, а можно смазать сковороду кусочком сливочного масла. Отправляю в сковороду лук. Немного солим и перчим лук по вкусу. Можно его немножечко помять, он тогда станет еще более мягким и отдаст свой сок, станет более сочным. Я очистила 4 крупных картофелины и теперь нарезаю картофель вот такими вот достаточно толстыми ломтиками. Друзья, а вы любите и насколько часто готовите блюда из курицы с картошкой? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Отправляю картофель в сковороду, выкладываю в 1 или 2 слоя сверху на нарезанный лук. Картошку солю и перчу красным и черным молотым перцем. Еще немного польем картошечку растительным маслом. Три куриные грудки, 3 куриных филе. Нарезаем вот такими широкими полосками. И теперь нарезаем на такие вот небольшие кубики, небольшие кусочки. Друзья, я очень рада видеть каждого из вас. Поделитесь, пожалуйста, напишите в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я рада познакомиться с вами поближе. А если кто-то смотрит меня впервые, напомню, что меня зовут Олеся, и вы на канале «Готовим дома». Теперь куриное филе солим и перчим по вкусу, и можно добавить немного прованских трав или какую-то другую сушеную зелень. Это может быть петрушка, укроп, базилик. Хорошо перемешиваем, можно это сделать прямо на доске руками, чтобы мясо хорошенько пропиталось специями. И выкладываем курочку сверху на картошечку с луком. Вот такая вот вкуснятина получается, друзья, уже смотрится очень аппетитно. Аппетит разыгрался уже в процессе приготовления. Представляете, как это будет вкусно в готовом виде. Разбиваю в миску 2 куриных яичка. Немного соли, черного перца. А также вливаю стакан сливок 200 мл. Сливки, друзья, можете брать любой жирности. Я готовила как с жирными, так и с нежирными сливками. В обоих случаях получается очень вкусно. И добавлю чайную ложечку карри. Она придаст очень красивый такой золотой цвет. Получается золотое молоко, золотые сливки. Хорошо перемешиваю, и заливка уже полностью готова. Можете добавить в нее еще щепотку сушеных трав по вашему желанию. Выливаю заливку на курицу с картошкой. Затягиваю сковородку фольгой и отправляю в горячую духовку на 40 минут, температура 180 градусов. Кусочек сыра, грамм 100-150, натираем на терочке. Сыр можете брать абсолютно любой, я беру твердый сыр, который хорошо плавится в духовке. Как я уже говорила, это блюдо можно быстро и просто приготовить на праздничный стол или просто на ужин. Натерли сыр, а также одну помидорку нарезаю вот такими вот колечками. Курочка с картошкой уже практически готовы. Достаю из духовки.
Друзья, это пахнет просто умопомрачительно. Очень приятный аромат разносится по всей кухне. Вот такая красота получается. И теперь сверху посыпаем запеканку сыром. Сыра не жалейте, чем больше сыра, тем получится вкуснее. Сверху выкладываю ломтики помидоров. Немножечко посолим помидоры и отправляю в духовку еще на 10 минут при температуре 180 градусов. Друзья, все уже готово. Достали нашу вкусную куриную запеканку с картошкой из духовки. Сверху посыпем зеленым лучком или петрушкой. Вкуснятина просто нереальная. Давайте скорее отрежем кусочек и попробуем. Курочка, картошка, лук. Очень-очень вкусно. Все такое пропеченное, мягкое. Запеканка режется очень легко. Друзья, это очень-очень вкусно. Я от души рекомендую. Обязательно приготовьте и делитесь рецептом с вашими друзьями. Ну а я приглашаю вас подписаться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда очень рада каждому из вас. Напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Приготовь, поделись, подпишись, и я жду вас в моем новом вкусном видео. Желаю вам приятного аппетита, друзья, и скоро увидимся!